Жизнь на Земле держится на удивительно хрупком балансе. И если хотя бы один из природных механизмов планеты перестанет работать, последствия могут изменить весь мир. Не из-за астероида, не из-за катастрофы. Иногда достаточно того, чтобы один обычный процесс природы просто остановился. Сначала это почти незаметно, но постепенно начинает меняться климат. Исчезают леса, океаны начинают вести себя иначе, а атмосфера медленно меняется. И все потому, что Земля — это не просто планета, это огромная система, где все связано. Мы привыкли думать, что океаны, леса и атмосфера существуют сами по себе. Но на самом деле они работают как единый механизм. Вот, например, факт, который многих удивляет. Почти половина кислорода, которым мы дышим, появляется вовсе не благодаря лесам. Его создают микроскопические организмы в океане – фитопланктон. Они настолько маленькие, что их невозможно увидеть без микроскопа, но без них атмосфера Земли выглядела бы совсем иначе. И это только один пример. Таких процессов на нашей планете несколько. И вместе они удерживают Землю в состоянии, пригодном для жизни уже 4,5 миллиарда лет. Но как именно это работает? Почему наша планета не замерзла полностью и не превратилась в раскаленный мир, как Венера? Сегодня разберем 5 систем Земли, без которых жизнь на этой планете просто не смогла бы существовать. Сегодня мы разберем, почему экосистема Земли работает как единый механизм и почему этот механизм держится уже миллиарды лет. Круговорот воды – кровеносная система планеты. Если представить Землю как организм, то вода – это ее кровеносная система. Она циркулирует постоянно, связывая океаны, атмосферу, ледники, почву и живые организмы. Каждый год испаряются триллионы тонн воды. Солнце нагревает поверхность океанов. Молекулы воды получают энергию и переходят в газообразное состояние. В атмосфере водяной пар поднимается вверх, охлаждается, конденсируется и формирует облака. Затем вода возвращается на поверхность в виде дождя или снега. Но круговорот воды – это не просто движение жидкости, это перераспределение энергии. Когда вода испаряется, она поглощает тепло, охлаждая поверхность. Когда конденсируется, отдает тепло в атмосфере, влияя на циркуляцию воздушных масс. Без этого механизма экватор накапливал бы слишком много тепла, а полюса оставались бы экстремально холодными. Вода действует как глобальный регулятор температуры. Кроме того, вода связывает химические процессы. Она растворяет вещества, переносит минералы, участвует в почвообразовании и поддерживает фотосинтез. И самое важное, круговорот воды не изолирован. Он напрямую связан с углеродным циклом, климатом и биологической активностью. Фотосинтез – фундамент энергетической пирамиды. Фотосинтез – это один из самых значимых процессов в истории Земли. Благодаря ему солнечная энергия превращается в химическую форму, доступную живым организмам. Растения, водоросли и фитопланктон используют солнечный свет, воду и углекислый газ, чтобы синтезировать органические молекулы. Побочный продукт этого процесса – кислород. Около 2,4 миллиарда лет назад произошла так называемая кислородная революция. До этого атмосфера Земли почти не содержала кислорода. С развитием фотосинтезирующих организмов его уровень начал расти, что сделало возможной сложную жизнь. Сегодня фотосинтез – основа всей пищевой цепи. Он регулирует концентрацию СО2, влияет на температуру и поддерживает состав атмосферы. Если уровень углекислого газа увеличивается, растения получают больше сырья для фотосинтеза. Это один из примеров обратной связи в системе. Фотосинтез связан с круговоротом воды. Растения испаряют влагу через листья. С углеродным циклом и даже с климатом через влияние на облакообразование. Это не отдельный процесс, это центральный узел системы. Углеродный цикл.
Механизм климатической стабилизации. Углерод постоянно перемещается между атмосферой, океанами, почвой, живыми организмами и горными породами. Этот процесс называют углеродным циклом. Океаны – термостат и буфер планеты. Океаны покрывают около 70% поверхности Земли и играют ключевую роль в поддержании климата. Во-первых, они обладают высокой теплоемкостью. Это означает, что они могут поглощать огромное количество тепла, не нагреваясь резко. Это сглаживает температурные колебания. Во-вторых, океанические течения перераспределяют тепло. Теплая вода переносится к более холодным регионам, а холодная – к теплым. Это делает климат умеренным. Кроме того, океаны поглощают значительную часть углекислого газа из атмосферы. Фитопланктон в верхних слоях воды производит кислород и участвует в углеродном цикле. Таким образом, океаны – это одновременно аккумулятор тепла, химический буфер и биологическая фабрика. Жизнь как активный участник системы. Жизнь не просто приспосабливается к среде, она меняет ее. Растения влияют на влажность воздуха. Леса могут создавать собственные микроклиматы. Микроорганизмы регулируют состав почвы и участвуют в переработке веществ. Даже состав атмосферы – это результат деятельности живых организмов. Можно сказать, что биосфера и геосфера эволюционировали вместе. Планета изменила жизнь, а жизнь изменила планету. Почему все это работает? Потому что процессы взаимосвязаны. Изменение в одной части системы вызывает реакцию в другой. Это создает устойчивость. Система не идеальна, она динамична, она меняется, но именно наличие обратных связей не дает ей развалиться. Такие системы в науке называют саморегулирующимися. Земля – это не статичная планета, это сложная динамическая сеть процессов, механизм без дирижера. Экосистема Земли работает как единый механизм не потому, что кто-то ее настраивает, а потому что физические, химические и биологические процессы взаимно влияют друг на друга. Солнечная энергия запускает цепочку реакций. Вода переносит тепло и вещества. Фотосинтез регулирует атмосферу. Океаны стабилизируют климат. Геология управляет долгосрочным балансом. Это система без центра управления, но с миллиардами взаимосвязей. И чем глубже мы ее изучаем, тем яснее понимаем, устойчивость Земли – это результат тонкого взаимодействия законов природы. Если хотите, в следующем видео можем разобрать, что произойдет, если один из этих механизмов выйдет из строя. Подписывайтесь на «Пульс Вселенной». Мы продолжаем исследовать, как устроена наша планета.